Запорожье. Значит, об этом писала Безугла, ее тапками забросали вместе с Бунятовым. Говорят, ребята, пока вы там вот это вот вошкаются все, да, то есть вот это рассказывают нам 300, а сейчас нет, 350. Вот сейчас, после того, как в туман зашли российские военные, 350 российских военных человек в Покровске. А, Давайте так, 351. Их в тумане посчитали хорошо, и вот теперь точно известно. Ну вот как-то так, понимаете? И тут будут бросаться туда. И бросились в сторону Запорожья. И теперь все говорят об окружении Гуляйполя и обходе линий укреплений. И, внимание, официально, такого я не помню давно, официально признали, ВСУ отступает от Успеновки, ну и вот в этом регионе. Ну, видимо, события развиваются настолько быстро и катастрофически, что решили сработать на упреждение. Вот. А во-вторых, сейчас, видимо, дана команда из офиса играть в суровую правду. Мгм. Почему выгодно стала суровая правда? Потому что на фоне суровой правды и ломающегося фронта можно всегда сказать: ай-яй-яй, как же вы выходите на Майдан, пусть даже с картонками. У нас там он фронт, Родина-мать в опасности, а вы-то что? Поэтому не удивлюсь, если сейчас сообщения с фронта будут просто сочиться суровой правдой. А все, кто будет говорить: давайте сносить эту власть, там, ну или как же так, ай-яй-яй, власть, что ж ты делаешь, будут сразу объявлять пособниками Москвы. Потому что, ну, хрен с ним, что у нас вице-премьер, московский шпион. Вы посмотрите, что на фронте творится. Это что же вы предлагаете-то? Но детектор лжи всех, пока там он гуляй-поле в окружении. Совсем с ума сошли, что ли? В то время как военные многие пишут, что начали уже делить подвалы в городе Днепр, бывший Днепропетровск, на предмет там размещения тыловых подразделений. Как бы военные между собой уже заранее. Такие разумные люди понимают, чем это заканчивается обычно. Они это делают. Главная мысль Подождите, Марии, подождите, главное, извините, да. пожалуйста. Переведите с полувоенного на Ну, смотрите, тыловые полугражданский. подразделения, они же там, когда фронт подходит 70-80 километров к городу, они уже, город начинает оживать. Туда заходит множество военных, как писал недавно наш военный, описывая последовательное приближение. Вот. И тыловым подразделениям, бригад там и прочее, нужно заранее распределить хорошее помещение, им же там работать. Командные пункты там будут расположены, просто тыловые подразделения. Они начали делить между собой подвалы Днепра. Ну, подвалы понятно почему. Как бы если прилететь сверху, то защита. Вот. И якобы уже такое соцсоревнование началось, по словам некоторых дописывачей. Но смотрите, здесь же дело в другом. Главная идея Марьяны какова? Она говорит замечательную вещь, что пока медийное, оперативное для военных и политическое внимание приковано к Доброполю и Покровск, российские генералы, отвлекая туда последние немногочисленные резервы, которые остались с украинской стороны, и оголяя остальные участки фронта, притянув туда, вот, управляя как куколками нашим руководством, военным и политическим, ударили в слабом месте, сконцентрировались, да, и решают задачу прорыва на Запорожье с юга на север и одновременно прорыв на Днепропетровском фронте с заходом в тыл запорожской гуляйполевской группировки. До Запорожья сколько там, 25 километров? Это ну, даже половина дистанции современных, ну, две трети дистанции современных дронов на оптоволокне. Запорожье — фронтовой город отныне. Что такое 25 километров? Это дальность стрельбы 152 миллиметра. Артиллерия, если хочешь, достанут и так далее. Это уже фронтовой город. Вот. И если так будет дальше продолжаться, как бы, да, и схлопнется Покровская миргородская группировка, а резервов у нас там, видимо, не очень есть, особенно если Сырский пойдет там героическое контрнаступление, срезать что-то там сверху и прочее, как он рассказывает, то у России может у российских вооруженных сил после захлопывания Покровской истории может высвободиться 50-70 тысяч лишнего войска. Если 40 из них уйдет на Днепропетровский фронт с перспективой окружения с задачей окружения Гуляйполевской группировки, а 30 пойдет на Запорожский для прорыва с юга на север, то фронт наш не выдержит. Все эти прорывы, малые, большие, это вот как, знаете, стенку вода подтачивает. Сначала стенка становится влажной, потом капельки, потом маленькие ручьи, потом вода хлынула, а потом ломается стенка. Вот сейчас уже ручейки отдельные туда, вот это. Причина все те же, которые мы называем сентября 23 года с вами, Саша. В первую очередь, это нехватка личного состава. Поэтому у нас же великие умы работают. Сегодня Берлинская заявила, что пехоты нет, надо учиться воевать без пехоты.
Как это? Зачем? Все мои знакомые военные смеялись, падая со стульев. Но военные, они как бы далеко, они ничего не понимают в современной войне. А Маша, я думаю, справится. Маша и Сережа, наша опора. А также САП и НАБУ. Поэтому, как бы, надейтесь на них, все будет хорошо. Помните Если... рекламу, и Сережа тоже, да. Да, и Сережа тоже. Поэтому дела вот так на фронте. Марьяну закидывают тапками, но идея это понятна. Отвлекли в одном месте, ударили в другом. Это большая проблема украинского стиля войны еще с 15 года, с 14. Мы слишком предсказуемо стали. Помните, как ДАП происходил? ДАП – это Дебальцевская операция. У нас были немногие, очень немногие резервы. Россияне начали работу по ДАПу в 15 году. И Порошенко приказал Муженко не допустить отбить символ, киборги и так далее. Для чего морили наших солдат, которые героические офицеров там реально сражались без дураков в простреленной картонной коробке этого аэродрома при минус 25, погибли при подрывах. Там сожгли немногочисленные резервы, сформированные в первую очередь в десантно-штурмовых войсках, там 25-я бригада там, и так далее. А потом, когда они ударили на Дебальцево, резервов уже не оказалось. Это закон рукопашного боя. Еще как бы, да, вот в первом классе учат, что показываешь вверх, бьешь вниз, показываешь вниз, бьешь вверх. Ну и на войне то же самое показал в одном месте, а поскольку россияне прекрасно знают, сколь падки украинское руководство, в принципе, это феноменальная болезнь, что у Порошенко, что у Зеленского, падки на пиар, то создать очередную фортецу, накрутить ее медийно заявлениями российских военкоров, заявлениями российских военных и сделать, породить в украинском руководстве жгучее желание там, очередную фортецу сделать, не допустить посрамить Путина и так далее. Смотрите, что они сделали. В рамках обеспечения этой оперативной игры выступил не кто-нибудь, а президент Российской Федерации. Лично. Да, он сказал следующее, что Покровск уже взят. И он готов привести туда международных корреспондентов. Все хихикали, тыкали пальцем, говорили: боже, какой смешной и глупый Путин. Сейчас Герасимов посыпется, он же его обманул. Или командующий армией, наши высокие лбы, наши военные эксперты. Выступали, говорили, вот как опозорился Путин в очередной раз. А у наши Зеленский и все остальные товарищи заявили: сейчас мы посрамим Путина, смотрите. Мы вам пока мы знамя поставим снова штурмовым полком. Пойдем через весь Покровск, поставим знамя и покажем, что Путин не прав, что Путин обманулся. И, конечно же, туда перекинули резервы. И Сырский съездил на 2 командных пункта со значительным лицом. Буданов высадился. Уже мы сейчас покажем, что Покровск не наш. Буданову, боже, создали. Какую биографию нашему Рыжему создали. И вот он противостоит Ермаку и Путину одновременно. Что только не пишут там наши блогеры за $200 или за отсрочку от мобилизации для родственника какого-нибудь. И как бы вот он посрамил Путина лично высадившись. Путин пообещал, а теперь он потерял лицо. А им, дурачкам, невдомек, что их просто развели как щенков и сынков. Заставили туда, накачали сверхважностью Покровска, заставили перебросить туда немногочисленные резервы, а потом просто сковали их там, заводят их в окружение и одновременно прорыв на Харьковщине 25 километров шириной, на секундочку. 2 прорыва на Запорожье, на запорожском направлении, хотя одно из них на Днепропетровском. И там, ой-ой-ой, чего не очень хорошо с самим Покровском, который вроде как суперфортеця. И украинское руководство попалось в элементарный разводняк, который оно попадается с 2014 года. Но уже пора бы выучить своих противников, себя выучить, в конце концов. И стремительно теряет. А поскольку резервов нет, затыкать нечем, то, ну как, мы посмеялись над Путиным, молодцы, что дальше? У меня простой вопрос. Алексей Николаевич, как это нет резервов? Гребут как не в себя. Люди же разбегаются, Саша. Пятером, шестером в бус засовывают, в хаты вламываются. В общем, ужас, что происходит. А Саша, резервов все нет. Они же тут же разбегаются. Ну, смотрите, у нас официально в СЗЧ 300 тысяч человек. 340, по-моему, насколько я там читал в этих открытых источниках, вот этих народных депутатов. Многие говорят, что это дублированные дела, потому что многие люди по 5 раз в СЗЧ уже. Но, с другой стороны, надо правильно сказать, что не на всех еще возбуждаются уголовные дела. То есть это некоторым образом компенсирует. И так мы будем оперировать цифрой, допустим, 300, 340. Смотрите, все силы обороны, включая доблестную полицию, которая не на фронте, а в основная масса ее в городах, 300, 1 200 000. Вооруженные силы 800 тысяч человек. Ну, плюс Нацгвардия там сотня, пограничников там 70. Ну, допустим, в 1 000 000 оценим, давайте, да? Каждый третий в СЗЧ.
Добавьте убитых, раненых, обучающихся, которые только учатся, как бы добавьте небоевые части, потому что даже в американской армии, где один из самых высоких показателей боевых частей, боевых специальностей на 100 человек, 28 в бою непосредственно, а combat action, а остальные это обеспечение. Они не стреляют из автоматов. Ну, давайте посчитаем. Значит, у нас 300, допустим, СЗЧ, один из трех, двое– это не боевые специальности, и те, кто на обучении, остается там, ну, значит, где-то их 200. Где-то тоже 300 там не боевых всяких. От ПВО до там связистов, то это снабжение государственной службы транспорта. Итого на фронте 250 тысяч человек, из которых каждый месяц мы теряем 10 тысяч минимум убитыми, ранеными, пропавшими без вести. И вы поймете, что сейчас фронт в 1000 с лишним километров от силы держит 150 тысяч войск. Ну, может быть, в лучшем случае, может быть, меньше. А как это выглядит на земле? Километр фронта, это условно может оборонять 5-6 человек, может 3-4. А российская армия, группировка внутри Украины 700 тысяч человек. Даже если у них там та же самая пропорция, значит 200 тысяч из них в активных боевых действиях. Ну вот вам и возможность создавать локальное преимущество. Учитывая, что у них призыв идет более качественно, чем у нас. То есть они на отдельных участках могут сосредоточить, ну, и создать реальное локальное численное превосходство. А учитывая, насколько в бестолковом положении, благодаря нашему политическому руководству с 23 года находятся со средины силы обороны Украины, когда им дали жесткий приказ держать линию, и мы потеряли всякую внезапность, всякую способность к импровизации, возможность маневрировать, там, да, как-то пытаться угадывать, устраивать ловушки там россиянам на стратегическом, оперативном, тактическом уровне, потому что россияне всегда с этого момента всегда знают, что мы будем делать. Мы будем держать любой ценой каждый наблюдательный пункт, окоп на 2 человек, и отбивать его любой ценой. Поэтому все игры закончились, там славные херсонские, харьковские операции контрнаступательные. Потому что им сказали, в офисе сказали стоять и держать, иначе нам, международным партнерам, не объяснить, за что нам деньги давать. И вот это стать и держать мы превратили свои силы обороны в котлету, которая лежит на блюде, которую крутят российские генералы и думают, как удобнее надрезать. У россиян свои проблемы, они очень медленно наращивали группировку, потому что Путин не хочет второй мобилизации. Рекрутинг. Ну, им понадобилось 2 года, они нарастили более-менее и продолжают наращивать. А кроме того, есть еще один момент. Момент заключается в том, что очень хорошо просчитали, что надо придать излишней значимости российской пропаганды какому-то населенному пункту и туда перекинуть последние резервы. Вот сейчас он Покровск. Доброполе и Покровск. Ну, как я же говорю, как Сынков. Всегда знают, как офис будет реагировать. Офис надует щеки и всегда скажет Сырскому, давай отбивать, там же фортеция Покровск. Тем временем проколят на Запорожском фронте, Купинском, там, Константиновском направлении, Лиманском и так далее. Вот и все. Вот эта идея. Вот главная идея происходящего. Вы их обманули. Это стратегическая дезинформация была. Про журналистов Покровск. От Путина. Но наши же вообще не умеют соображать. Как бы, да, они это умные там не нужны, там нужны верные. Поэтому они многие умные сидят, помалкивают. Поэтому вот то, что произошло. Тем временем проколот запорожское направление. Получается Да. странная история. Непонятно, за что воевать тогда этим солдатам. Сегодня попалось мне видео, не знаю, вы видели, не видели, попадалось вам, как один из бойцов, по-моему, комбат какой-то, да, в общем, по рации снял на видео, как общаются из окружения украинские воины. И они Я не видел, нет. передают, в общем, что любят, обнимают своих родных, просят вот передать, это все записывается на видео. Я так понимаю, что родственникам отправляется. То есть окружение все настолько доотрицались, что уже, ну, видите как, все перебросилось на окружение Зеленского. Смотрите, в чем Есть фишка? окружение под Покровском в Мирнограде, и что с ним делать? Оперативное окружение. Оперативное окружение означает, что физическое кольцо не замкнуто, но пути снабжения находятся под огневым контролем противника. Технически это означает вот. Понятно, что там туман, затрудненная логистика, у самих дроны найдутся, то есть какие-то там отдельные там просачиваются. Опять же, очень много снабжения идет через дроны, ну, там, по крайней мере, на передовой линии. То есть там сказать, что вот прямо прервана логистика нельзя. Она предельно напряжена, она прерывисто, но еще осуществляется. Здесь другое. Смотрите, чтобы осуществить операцию по деблокаду Покровска, по какому-то там контрнаступлению,
как Сырский обещал, если это только не стратегическая дезинформация с нашей стороны, то нужно играть в молот и наковальню. То есть какой-то молот там резервов должен куда-то ударить, наковальней в этот момент служит окруженная группировка. Если ее вывести, никакого контрнаступления не получится. Поэтому, если замысел командования стабилизировать ситуацию Покровской, как они говорят, скорее всего, окруженцы там и будут сидеть. Вот, потому что только с опорой на их сопротивление, сковывающее противника наступающего, возможно, там контрудар, срезать какие-то фланги, туда-сюда, что-то там придумать. В общем, я лично очень сильно сомневаюсь в этой обстановке, но с них станется. Они могут реально на это пойти. Вот. Поэтому как бы их не будут выводить пока в голове офиса Сырского. И если, внимание, мы не знаем точно, существует замысел на какие-то стабилизирующие действия вокруг Покровска, деблокаду, срезание. Да. В этом вся фишка. А записать, ну, это может быть антикриз со стороны конкретного комбата, или ему просто попросило там сухопутное пиар-отдел сухопутных войск, просил, что вот мы сидим в окружении, но держимся, молодцы. Смотрите, военные на самом деле не очень боятся окружения, даже оперативно. Они боятся решений командования неадекватных обстановки. Даже из окружения вполне можно выйти, пробить, там, ну, обосновать, найти и так далее, и так далее. Это как бы не очень приятная штука, но для профессиональной армии, управляемой, вполне решаем. Блокирующие удары, деблокирующие удары там и прочее, прочее. Все эти вещи, которые всех учили в военных училищах и академиях. Но когда руководство неадекватно. А А если руководство вы имеете в виду Зеленского? начало военное, потом политическое. Но Сырский тот представитель той части военного руководства, который безоговорочно выполняет любые политические решения, даже самые безумные. Залужный он умел возражать. В целом выполнял, потому что он подчинен, он куда должен, он по Конституции должен выполнять по законодательству, но он умел спорить. Он был не очень удобным. Сырский выполняет практически, он тоже спорит, конечно, но он спорит в строго отведенных рамках. Может спорить по частностям, но по общему плану нет. Алексей Николаевич, Иначе пока не объяснить, ушли. почему. Потому что я вижу печать очень четкую от Курской операции до всех остальных, очень четкую печать пожеланий политического руководства о том, как вести эту войну. Алексей И Николаевич, прокомментируйте заглохший Купянск, оттуда практически нет новостей. Почему? Хотя до этого были сообщения, что бои уже в Купянске узловом, а карты Deep State, ну, которые сейчас на экране, они просто, ну, не хотят расстраивать общественность. смотрите, ну, во-первых, давайте так, карта Deep State отстает. Она не сильно отстает, но отстает по той простой причине, что они же только проверенную обстановку, вернее, не туда излагают проверенные данные. Проблема в том, что конкретно докладывать, где что захвачено на фронте, это очень тяжелая работа. Эти мужественные люди взяли ее на себя. Вот. Был эпизод годик назад, когда они что-то там не то написали, их всех начали призывать дружно, к ним ТЦК приехал. Как бы на команде. Так вот, и часть уехала на фронт, насколько я помню. Так вот, часть договорилась. Они тянут на себе эту ответственность, очень тяжелую, потому что, ну и только проверенную информацию, повторюсь. Реально фронт сейчас динамичный, сразу на нескольких участках, и серая зона закрашивается гораздо быстрее. В Купинск перебрасывались частично резервы из остатков спецподразделений украинских, потому что, ну, там и по батальончик другой, там, как говорят, военные с мест, кого-то там, кого еще набрали, вот, что дает возможность там на 2, 3, трое суток, четверо как-то там что-то отпить, полулицы, что-то как-то стабилизировать, какую-то логистику потянуть, но дальше все упирается в принцип ротации войск. Смотрите, по натовским показателям, к которым так стремится Украина, если в войне не соблюдается принцип 1 к 2, то есть подразделение воюет месяц-два, отдыхает и приходит в себя, доучается, то армия рано или поздно просыпется. Что вы скажете об армии, у которой годами нет ротации? Вот мы, украинские военные, беспримерный подвиг, 150 дней они провели, два бывших школьных учителя провели 156 дней там на передовой, молодцы, заросли бородами. Вот, ну такие герои. Это же управленческая катастрофа и организационная. Они не должны ничего делать 150 суток на передовой. Они должны там 5 суток, потом выводиться, 10 суток отдыха, приведения себя, подготовка, снова заходить. Даже на уровне подразделения. А если этого нет, значит что-то не так с управлением армией, с ее подготовкой, обеспечением и так далее. Поэтому все введенные в Покровск десанты, введенные в Купинск десанты, которые там что-то могут отбить, флаг поставить, это не имеет отношения к тому, что называется ведение систематических боевых действий.
планов. Это означает, это что-то значит с точки зрения пиар-акций, попытки что-то там дестабилизировать и так далее. Возможно, это попадает на момент, когда россияне что-то перебросили, у них какая-то оперативная пауза. Мы тут еще тогда возникает впечатление, что Купинск стабилизировали. Вот шо, а Купинск стабилизировали. Но это всего лишь до тех пор, пока подъедут соответствующие российские резервы, а наши истончатся. Принципиальная же борьба не идет в сфере там Покровск-Купинск. Принципиальная борьба идет в сфере степени скоростей подготовки, укомплектованности и применения сил. Если россияне призывают и готовят больше людей, то хоть 4 миллиона дронов, которые мы производим ежегодно, как нам рассказали, одновременно взлетят, и все равно преимущество будет за противником, он его будет реализовывать. Добавьте неверную военную стратегию, добавьте неверную политическую стратегию, добавьте отсталость и непринятие ключевых решений в области мобилизации, внутренней политики и прочее, которые в России были приняты, а у нас и нет. И вот вам картина. То есть это вот черные камешки, которые на эти котели складываешь, они сколько флагов не ставь, сколько Купинск не стабилизируй, они просто перевесят систему. Да, и воюет армия одинакового поколения. Все это очень долго. Мы с вами говорили это в первой передаче. Но рано или поздно, пусть за 2 года, но перевешивают же. Смотрите, у вас нет ощущения, вот персонально у вас и у зрителей, что-то подмывается стеночка. Там протекло, здесь протекло, в Запорожье 2 направления, тут. Вот эти ручейки скоро сольются, более крупные ручейки, которые станут оперативно-тактическими прорывами, не тактическими. Потом, возможно, будет оперативный, когда кусок рухнет фронта несколько десятков километров и на несколько десятков километров в глубину. Никакие дроны ничего не заткнут, потому что решают все пехотинцы. Преимущество по пехоте, по личному составу у России. Преимущество по дронам уже у России. Мы некоторое время держались, по крайней мере, на ключевых участках. Уже ничего не сделать. Все, что можно сделать, это менять радикально внутреннюю политику, политику мобилизации призыва и сокращать радикально фронт. А это означает потери тех самых территорий, которые, как сказал Зеленский, мы ничего России не подарим. Придется дарить. Или, если они так будут продолжать, в топке будут сгорать те немногочисленные, кого наловили и довезли до фронта. И фронт будет сокращаться так называемым естественным образом, если его не сократить добровольно. То есть, либо ты добровольно отводишь на новые позиции, либо не добровольно. Но, учитывая битву в Доброполе и в Запорожье, в замысле российского командования вернулось то, чего не было где-то с годик, весь 24 год. Широкие попытки охватов и обходов. И там, когда обожглись, тогда на изобилии дронов, они поскромнели. Обход, там, фланги, десяток километров, 15. Сейчас они так на несколько десятков смело замахиваются. И самое главное, у них уже получается. Опять же, из-за нехватки живой силы в Украине. У них получается. И будут получаться еще. У меня вопрос, и потом подведем итоги голосования, перейдем к вопросам зрителей. Я в лоб спрошу. Россия остановится, временно или каким-либо образом, да, если условием этой остановки будет замена Зеленского, выборы или другого какого-то характера? За Зеленского ничего не получится. Они новому кандидату, естественно возникшему на волне Майдана или там системно возникшему на войне новых выборов, выставить те же самые июньские требования. Демилитаризация, денацификация, 4 области и Крым. Изменить это способно только резкое ухудшение ситуации в самой России. Экономическое, политическое. Говорят, предпосылки для экономического есть. Для политического пока не видят. Чтобы там не кликушествовали, как бы Россию не делили, Путина и Лаврова не отстраняли. Но если у России будет создана ситуация, когда им тупо нечем платить за войну, а без поднятия там трат с 5-7% до 25%, а это серьезнейший социально-политический кризис, то от июньского ультиматума они не отступят. Поэтому стратегия Украины и Запада понятна. Мы изматываем Россию. Почему пошли цифры 25 тысяч убитых за месяц? Изматываем Россию, не даем, не пускаем и так далее. Она умирает, деньги по НПЗ бьем, санкции ввели, вот она обязательно просыпется. Я говорю, что такова расчет Запада. Апрель 26-го Россия меняет переговорную позицию по расчетам, по экономическим причинам. А вопрос, сколько останется, сколько мы еще потеряем до апреля 26 года, остается как бы за кадром. Никто не в состоянии это предположить, но думаю, что по российским замыслам точно можно сказать, что речь идет о Запорожье, Краматорске, Славянске. То есть окончательному захвату Донецкой, частично Харьковской
всей Запорожской. Вот примерно такой расчет у России. Значит, так, глянул, открыт у меня чат вашего канала своего, вот Мгм. что работы спрашивают, что делать, вот это вот люди. Ну, это понятно. Сейчас перейдем к Проблема, вашему... давайте скажем прямо в лоб, как вы любите, Саша. Сделать ничего нельзя. Можно заниматься удержанием ситуации частной на своем месте. Например, если вы спасатель, вы спасаете людей на обломках зданий. Если вы ПВОшник, вы честно стреляете. Если вы пехотинец, вы держите сектор. Если вы там кто? Энергетик, вы там крутите провода. Если вы врач, то вы работаете в роддоме. Если вы учитель, учите детей. Давайте скажем прямо, простой гражданин ничего не может сделать в этой ситуации. Система настолько несовершенна, что она практически не имеет обратной связи. И там могут быть все московские шпионы и все коррупционеры, своровавшие все деньги, и вы ничего не можете сделать. Давайте скажем прямо. Можно сделать либо Майдан, либо что? Либо на выборах перевыбрать. Вот два варианта. На Майдан никто не пойдет в условиях военного. Ну, такой настоящий, со сносом офиса. Ни армия не пойдет, нет. Могут пойти, но вероятность очень мала. А там особые условия должны случиться, там за молния с неба ударить и так далее. А до выборов еще очень далеко. Поэтому будет все то же самое. Вам будут подбрасывать скандал за скандалом. Вы будете кровь из десен выдавливать зубами, видя, кто вами правит. Хотя некоторые, не будем показывать пальцем, готовили вас 2 года, чтобы психологический шок не был такой тяжелый, когда до этого дойдет. И ничего не сможете сделать, кроме удержания ситуации на месте. Вот все очень просто. Чем офис перебьет пленки Минтича? У нас такое голосование в чате трансляции канала Александр Шелест. 6% резко вернут Стамбул. Ну, 2, имеется в виду переговоры в Стамбуле. 16% ударили по России, в общем, Курск 2, какой-нибудь там экстраординарный военный ход или какой-то мощный удар. Крымский мост опять взорвут. Ну, не знаю, ну что-то такое яркое. 17% точечно и громко начнут увольнять, сажать вот этих членов Кабмина. То есть, как это, ближайших кумовей будет сажать, вот это все. Сегодня Стас Боклан, который играл премьер-министра в «Слуге народа», ну, актер имеется в виду, он опубликовал фотографию с Зеленским, ну, Голобородько, да, из сериала, где Зеленский в тюрьме. Вот. Вроде говорят фейк, нет? Ну, вроде... Не публиковал якобы. Ну, смотрите, какая разница. Все просто помнят эти картинки. Мы вообще идем как по «Слуге народа», если честно, и на карту даже иногда глянешь и немножко понимаешь, Это да. что может этим закончиться. Ну и 61% считают, что уже ничем не перебить. Это пошел обратный отсчет Зеленского. Вы как человек, который давно в украинской политике или с украинской политикой еще дольше, многие проводили параллели с пленками Мельниченко. Значит, у нас две параллели. Параллель первая – это Свинарчук, Минтич, Свинарчук Зеленского. И он говорит, в 2019 году, если у меня будет свой Свинарчук, я уйду, помните? А вторая параллель – это ровно 25 лет назад. Такой же промозглый ноябрь, Гангадзе и тень над Кучмой. О чем нам говорят эти параллели в контексте украинского народа и политики? Это, безусловно, отчет обратно Зеленского. Только я к чему хочу призвать народ. Этот отчет может дойти там спокойно до лета 26-го, а может быть и до лета 27-го. Никто не знает. Но я говорю, ситуация будет тем более абсурдная и ужасающая для украинца, что ему придется наблюдать невыносимое. Игру сил, которая будет его разрывать, его сознание. С одной стороны, он будет понимать, что им откровенные воры и кровавые преступники правят, погубившие страну управленческим бессилием и так далее. Если бы они были классные управленцы и воровали, еще бы куда ни шло. Они же бездари. И при этом еще что? Воры. А с другой стороны, ничего нельзя будет сделать. Это трагедия для людей будет. Страшно. Им очень тяжело будет это психологически переживать. Намного тяжелее, чем когда они 2 года закрывали глаза и говорили, нет, нами правят нормальные, адекватные политики. Он как стараются. Просто враг силен. Что делать, да. Но мы еще поборемся. То есть кризис-то будет в головах. Кризис на улицах, там, в отсутствии света и на фронте он уже давно общее место. Но одно дело понимать, что мы вот боремся с таким врагом, с которым еле-еле можно справиться, героически стоим, мы молодцы. А другое дело, что и руководство молодцы. А другое дело понимать, что и мы что-то не поняли вовремя, и руководство преступники, и еще кризис. Это совсем другая история. Давайте, Саша, с вашего разрешения, прежде чем мы перейдем к вопросам, помянем добрым словом Геннадия Балашова.
Он скончался. Так, по крайней мере, заявляют СМИ. В 64 году жизни. Он меня очень много критиковал. Меня Но тоже. все-таки, да, и вас тоже. Все-таки, как человек, с которым я там был в эфирах когда-то, да, и так далее, я хочу отдать ему дань памяти, выразить сочувствие его семье, близким его, многочисленным поклонникам. Я поддерживаю это. Смотрите, несмотря на то, что это был гость моих эфиров, но после санкций он резко начал меня критиковать, но потом прилетела ему санкции, да, вот сразу же. И зная его положение с уголовными делами, там ему шили конкретно, ну, по бизнесу, по недвижимости, у него в центре города недвижимость, то есть он миллионер, он богатый человек, он лидер был партии 5-10. И, знаете, он очень переживал по поводу санкций, что ему впаяли. Ну и вроде как, опять по информации, это все не подтвержденное, будем ждать, конечно, подтвержденная информация. Сердечный приступ, сердце, ну, инфаркт. В общем, это понятно на нервной почве, понятно тоже он постоянно был у себя на канале, выступал, постоянно это очень переживал, все, что происходит, действительно. А он очень глубоко переживал происходящее, и как бы там в небесных хрониках Акаши Зеленскому еще одну маленькую гиречку положили за Балашу. Это точно. Ну, а с другой стороны, знаете, что мне подумалось? Так, а, самое тяжелое. Я думал, что вот эти санкции периода апреля, да, ну и чуть позже, которые вводит Зеленский, это уже тогда обстановка была, мир, да, скоро, что это последние санкции. А у нас уже есть факт, когда человек не дожил до снятия санкций, понимаете? Вот это вот Нет, он самое. будет, он еще наклепается, их подождите, этих. Ну, один Это факт, же, что Кирилла чем ближе, Дмитриева, да. да, агония дело непростое, там да, будет много глупостей сделано. Да, друзья, давайте перейдем к вашим вопросам, значит, которые вы оставляли. Значит, вот такие у нас вопросы. Довелось ли вам общаться с навальнятами, певчих Соболь-Волков, а также обращаются ли к вам за комментариями Роспропаганда, Соловьев, Скобеева, Асташко и другие? Предлагают те или иные деньги? Нет, россияне ничего не предлагают, пропагандисты Навальната. Я их плохо различаю. Периодически приходят какие-то там запросы от российских оппозиционных блогеров или каналов, но я всегда говорю нет, поэтому. Понятно. Значит, здравствуйте, Александр Алексей. Такой вопрос. Если попытаться посмотреть на ситуацию отстраненно, общим планом, выходит, что две славянские страны с очень хромающей демографией почти 4 года тысячами утрамбовывают своих половозрелых мужчин с результатом перехода из рук в руки одного районного центра в год. При этом пропаганда с обеих сторон сравнивает эту войну со Второй мировой, выдавая ее за экзистенциальную, определяющую цивилизационный путь. Но на ваш взгляд, когда все уляжется, какими будут оценки этих событий через 20-30 лет? Зависит от того, что будет через 20-30 лет. Так и напишут историю. Оценки всегда зависят не от того, что было, а от того, что сейчас есть и что диктует политический момент. В этом смысле официальная не академическая история, она официально идеологическая, очень сильно отличается от периода к периоду. Заметьте, Путин начал срезать своих особо острых зетников сейчас очень активно. Да, и Монтян пострадал, и свои страдают, там все эти иноагентами объявляют самых, что ни на есть, преданных военных корреспондентов там российских и прочее, подчимливают. Ну, видимо, наши слова, сказанные в эфирах у вас, вот именно и доходят до Кремля, там, где я сказал, что Путин, если хочет сохранить управляемость России, ему нужно держаться срединного пути. Ну вот он, да, и зетники представляют уже особо отчаянную угрозу для него. Смотрите, и сразу пошли аресты зетников. То есть разумные люди в этом мире все-таки встречаются. Это все вопросы из моего клуба, закрытого клуба зрителей Шелеста. Значит, вопрос, где предел славянского терпения и возможен ли объединенный поход на Запад? Понимаете, вам надо понять, Запад же не устраивал войну как таковую. Это, разрешите вам процитировать Владимира Ильича Ленина. Есть исторический анекдот, где его спрашивают, или предание, его спросили, а почему мы не делаем революционную ситуацию, Владимир Ильич? Кто-то из молодых там большевиков, он говорит, надо быть полным идиотом, чтобы тратить силы и ресурсы на устраивание революционной ситуации. Это невозможно, это не в человеческой власти.
Но надо быть еще большим идиотом, чтобы, если сложилась революционная ситуация, ей не воспользоваться. Поссорилась Украина и Россия и начали воевать вполне самостоятельно. А уж все, кому не лень, от Китая до Запада, конечно, радостно воспользовались ситуацией и продолжают пользоваться. Так, значит, Оксана Бондаренко. Действия Трампа, возможно, связаны с тем, что, как и после парада в Пекине, Россия и Китай подписали более 20 договоров о сотрудничестве, так и на днях Мишустин привез очередные 22 подписанных договора с Пекином. И, походу, в США начинают понимать, к чему это может привести. Трамп и решил выполнить обязательства, которые взял в Анкоридже, о которых говорил Лавров. Действия НАБУ не могут быть не согласованы с США, включая участие ФБР по делу Миндича. А выехавшие ворожки, в общем, воры из Украины могли сотрудничать с ФБР в обмен на гарантии. Умеров, вероятно, поехал в Стамбул не только для переговоров по возвращению пленных. Короче говоря, Вашингтон выполняет условия денацификации Зеленского. Сольют и его модальность. Ну, я уже ответил вначале, не хочется повторяться. Не так управляется международная политика. Ему просто помогают осознать, что если большой Трамп что-то просит, то по-хорошему надо выполнять. Особенно если 85% внешней помощи это от того, кто просит. Ну, вот, и овальный кабинет можно сделать один раз, но дальше как-то все равно оно. Вот, но то, что там вот они прямо снимают Зеленского, нет, Зеленскому показывают, что всякое может случиться, и картонки там, и перекартонки, и так далее, и так далее. Надеюсь, подвинуть его в позиции, но одновременно же помогает Путину это понять. И китайцам тоже помогает. Америка ведет свою стратегию. Успешная, неуспешная, мы посмотрим по ее итогу. У нее удачные моменты, есть неудачные моменты. Но то, что это тактика двойного ультиматума, помните, сколько я про нее рассказывал? Угу. Она в действии, но она как бы, надо иметь очень большое желание для обеих сторон. Вот россияне не видят старательно. Там, российские оголтелые комментаторы наши старательно не видят воздействия на Россию. Или заявляют, что им нипочем. Украинские очень любят ругать Трампа, что он создал Россию, и потом хвалить Трампа через сутки за то, что он там наложил на Россию. И не хотят, на нас никогда ничего не наложат. Вот там Зеленский в Белом доме, вот Свириденко в Белом доме, вот Ермак в Белом доме. Ну вот вам, пожалуйста, вот уже там мероприятие по Зеленскому. Давно. Год назад анонсированы. Вот наконец-то пришедшие в действие. Ну, будет и продолжение, видимо, какое-то. Два вопроса сразу по потерям. Хотел уточнить, вы реально думаете, что потери 130 тысяч за 4 года войны это меньше, чем один солдат в день? Как-то не бьется, учитывая более 100 тысяч кабов, фабов, бесчисленное количество ФПВ, куча Да, ракет. сегодня какой день войны? 1300... Значит, если это один солдат в день, значит, должны были погибнуть 1300. А если 130, то сколько погибало в день? 100. Но на начале сражения роту материали в сутки. Сейчас плюс-минус, я думаю, ничего особо не поменялось. Я думаю, что реально украинские потери убитыми, это убитыми на поле боя. Kill in action, то, что называется, ну, тысяч, наверное, 140-165, может быть. Добавьте умерших в госпиталях, ну, 230-240 получим. Добавьте пропавших без вести, большинство из которых погибших. Добавьте как бы коллег, которые не вернулись, то, что называется безвозвратные потери, и не вернутся. Но в целом безвозвратные могут там 300-350 тысяч составлять. Плюс известное количество раненых, часть из которых вернулась в строй, часть которых не вернулась в строй. Поэтому, ну, да, потери очень солидные. А как же вы думаете, 200 человек в день, это так иначе вы безвозвратных потерь. Это огромные потери. Просто когда рассказываешь, что у россиян там миллионы кладутся, ну, это откровенная неправда. У нас потери с россиянами в целом растянуты по войне 1 к 2,5, 1 к 3,5, где-то вот так вот плюс-минус, безвозвратно. Убитые, умершие, искалеченные, пропавшие без вести, плен. Угу. Но не 1 к 5, не 1 к 7. В локальном боевом столкновении вполне может быть 1 к 15. Но в целом по войне примерно такие. Алекс Готвальд вспоминает эфир, что в канун инаугурации в эфире у Шелеста вы заявили, что Трамп остановит войну, если не в день, то до марта точно. Сохранил даже это видео. Собственно... Не остановит, а планирует остановить. Это две большие разницы. В общем, не хотите прокомментировать результат своего прогноза? Не остановит, а планирует остановить. Посмотрите еще раз внимательно. Планирует, не планирует, но не получилось. А если через год остановит на день инаугурации, первая годовщина инаугурации, или там плюс-минус?
Вы такое ощущение, что вы играете в лотерею там, или с кем-то поспорили тогда. Это же война, это же судьбы людей по обе стороны фронта. Чему вы радуетесь? Георгий Казубенко. Алексей, вы увидели ватный барак в России. Как? Если были здесь один раз 10 лет назад. С таким заниженным ожиданиями у вас культурный шок может случиться, когда вы в России поживете. Знаете же, Да. мозг, Кого же репрессирует, кого репрессирует Путин сейчас? мозг выставляет фильтры, и люди видят то, что привыкли видеть, вызывает сомнения. Ваше качество, вы просто по ощущениям так судите или посредством массовой информации? Я сужу, анализируя основные направления российской массовой пропаганды, а также действия военно-политического руководства России. И вот то, что начали отрезать головы наиболее кричащим сейчас, репрессировать в России Z-блогерам, наверное, наши оценки с Кремлем совпали в этом отношении. Иначе бы что их начали репрессировать? Ну, как я могу не знать ситуацию в России, а ваше руководство знает ситуацию в России, как вы считаете? Очень хороший вопрос. Вопрос о нас, о людях. Надя задает. Александр, Алексей, как вы можете объяснить большую поддержку военных действий, особенно в соцсетях? Люди чуть ли не матерятся, если с кем-то говорят и пишут о мирных соглашениях. Настолько такой высокий процент любителей продолжать войну любой ценой соответствует действительности? Или это те, которые живут на пособие и не хотят уезжать обратно? Или те, которые кормятся на войне, как ТЦКшники? Действительно, какие реальные цифры людей, которые, по вашему мнению, реальные цифры людей, которые действительно хотят прекращения войны? Я не знаю реальных цифр, я знаю феномен соцсетей. Феномен соцсетей заключается в том, что из 100 человек пишет там 3, и они, как правило, наиболее неадекватны. Не в обиду вам, комментирующим наш эфир, потому что ну, даже среди этих достаточно количество людей, которые ну, не вполне психически вменяемы, вот видно по комментариям, или просто откровенно отбывают пропагандистский номер. Вы поймите, что здравому человеку есть чем заниматься в своей жизни, кроме как идти писать комментарии, спорить, воевать и так далее. Это люди психологически акцентуированные. И когда вы попадаете на комиссию приемную или выписную в дом умалишенных, у вас может создаться, и живете там, у вас может создаться эффект, вернее, иллюзия, что все вокруг сумасшедшие. Так же и в Фейсбуке, например, в Инстаграме и так далее, и так далее. Поэтому, да и в Ютубе, это эффект. Если следить по комментариям в соцсетях, то все хотят воевать. Но заметьте, по опыту, все, кто хочет очень сильно воевать, в жизни ужасные задроты. Наиболее грозные, это все психологи знают. Это самое, вот особо желающие воевать, ужасные задроты. И второе, они, как правило, очень далеко от войны. Даже если он в каске, там, с автоматом, мужественно на аватарке, или даже занимает какую-то должность, вы посмотрите, наиболее лютуют пресс-офицеры, там, призывают не сдаваться никогда, там, да, кто еще и так далее. Вы поговорите с пехотинцем, сколько хочет ли он продолжения войны. Вот пехотинцу, который 150 дней отсидел там на передовой. Ну, там будет релевантный опрос, достаточно. Алексей, пользователь «Синяя борода» спрашивает, скажите, как можно было в 90-х взять на вооружение доктрину Донцова и парадигму землянки Бандеры? Если эта парадигма проиграла к 90-м, вопрос, как это смогли впихнуть украинцам борьбу без шансов на успех? Украинцам ничего не впихнули. Подавляющее большинство украинцев, вот вам опрос, как мовная комиссия у нас била в сполох, там, да, тревогу, что и учителя, и тем более большинство школьников в Киеве продолжают подло на уроках, а тем более на переменах говорить на украинском языке, подавляющее большинство. Украина русскоязычная страна. Вторая по величине в мире. Большинство жителей городов, у них родной язык русский. Поэтому проблема в том, что власть Зеленского, а перед этим Порошенко, присоединилась к этому маргинальному сигналу и начала его усиливать. В Украине правые никогда не брали даже несчастный барьер в 5% Верховную Раду. Власть с ними начала заигрывать, начиная с Майданов, а потом военной опасности. И они сейчас получили голос. Их голос усилен, потому что, первое, их не репрессирует власть, а их надо бы репрессировать согласно Конституции и законам Украины. Второе, власть повторяет их нарративы, заигрывает с ними. Частично потому, что нужны боеспособные подразделения, а идеологически скованные подразделения всегда более боеспособны. Частично потому, что боится, что они их снимут.
что будет восстание этих самых там, как это, патриотов, которым вручили генеральские должности, кучу оружия, там целое соединение, десятки тысяч людей, сторонников и так далее, и так далее. Вот и все, она боится и заигрывает. Нормальная власть скрутила бы им голову за 2 секунды, как Деголь своим там восставшим иностранному легиону, которые тоже были сплошь герои, да. Расстрелял, окружил и расстрелял, просто посадил по тюрьмам и все. Поэтому как бы и все бы стало на свои места. Но проблема не в правых. Правые всегда есть, как и левые есть. Но они в нормальных государствах, они всегда на маргинесе. Особенно крайне правые и крайне левые. Проблема в том, когда к ним присоединяются, усиливают, поощряют и заигрывают политики. Именно это случилось с левыми оптимистами, с правыми националистами в Украине. Вот рецепт коктейля, который отравил Украину. Все очень просто. Так, переходим к вопросам из чатов. Чат Алексея Арестовича. Друзья, кстати, подписывайтесь на канал. Друзьям, знакомым тоже передайте, что менять страну в настройках YouTube и пользоваться VPN. Я вам скажу другое. Если когда-то к власти в Украине придут люди, там нормальные центристы, то это все закончится в 2 секунды. Ну, с волей центристов. Вот так вот делается. Есть сомнения по этому поводу, конечно. Ну, через раз вполне могут прийти. Но тем не менее. Значит, Алексей, связано ли, значит, вот, да, что происходит на Сумском направлении? Населенный пункт Алексеевка. Очень интересуется Алла Картелева. Да, я не успел посвятить 15 минут своей жизни, чтобы выяснить, что происходит в населенном пункте Алексеевка. Ну, вот, каюсь. Но она может, Не смогу имеется в виду, удовлетворить что ваше любопытство. она может из Алексеевки родом. Может или... быть, она из Да. Алексеевки, да. Возможно, туда прорвались какие-то российские части, может, что-то еще происходит. Я просто не знаю, поэтому не смогу ответить. Мгм. Так, очень ждали эфира. Спасибо вам большое. Да, спасибо и вам за то, что пишете вопросы, за то, что интересуетесь. Как закончить бессмысленную бойню, спрашивает пользователь. Ну, я предложил один из вариантов. Но, скорее всего, так не будет, потому что на разумные шаги не способны. У нас ни та, ни другая сторона. Ну, вот, не особо там, честно говоря, международные посредники. Оно закончится, естественно, выдыханием двух сторон. Скорее, да, понимаете, это будет пирова победа, вернее, для России. Частичное поражение для Украины, но и те, и другие объявят это своей полной победой. Мгм. Да, 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 да. Благодарности. Спасибо, друзья, за благодарности. Значит, естественно, мы в России хотим окончания войны. Это нормально. Вот только на наших условиях. Все нормальные люди хотят окончания войны. Я понимаю, что на ваших условиях, но вы же понимаете, что даже я бы не пошел на демилитаризацию. Вот на денацификацию пошел бы с большим удовольствием, выполнил бы ее гораздо быстрее и дальше, чем все ваши требования. А демилитаризация Украины не может пойти, потому что, извините, у нас противники в бурном периоде, который наступает 10-15 лет, который будет сотрясать весь мир, не только вы можете быть. Мы с вами можем подружиться и побрататься так, что дальше некуда. А Украину защищать от других потенциальных конфликтов кто будет? Демилитаризированная армия, сведенная до 50 тысяч, как вы просите, так не работает, друзья. Поэтому не найдется ни один политик, включая даже абсолютно разумного, трезвого, далеко видящего меня, именно потому что он разумный, трезвый, далековидящий, демилитаризация не вариант. Придется искать другие формулы обеспечения взаимной безопасности. Роман спрашивает, зачем Путин и Лукашенко объявили о приглашении украинцев в Россию и Беларусь соответственно на этой неделе? Это знак того, что война будет продолжаться? Это способ ослабить и без того слабые людские ресурсы и создать дефицит рабочих мест, которые и так 8,5 миллионов человек уже в Украине. Ну, то есть реально поехать в Белоруссию, в Россию? Ну, и кто желающий уедет. Там и так миллион уже в России, если 1,2 миллиона, наверное, украинцев, не меньше плюс-минус. А во-вторых, ну, это же пропагандистский ход, вы же понимаете. Они еще раз и еще раз подчеркивают, ну, в первую очередь на Западе, мы не воюем с украинским народом, мы воюем вот с нацистами у власти. Как Лавров сегодня и сказал, собственно. Ну, он про Зеленского сказал, что он нацист. Ну да, ну так это и есть нацисты у власти, правильно? А вы согласитесь с Его Лавровым? слов. Мое мнение, Украина в фашистской петле, когда из 16 признаков фашизма наличествует, по-моему, 10, я считал, или 9, ну не все 16.
То есть это угроза дальнейшего развития перехода в чистый фашизм, но все-таки еще не фашизм. Фашистская петля. Такая метафора. Алексей Владимир интересуется, что для вас Кубань? Регион Российской Федерации. Населенный украинцами или там потомками украинцев в значительной степени. Я там один раз в жизни был. Край замечательный, щедро богатый, напоминающий юг Украины. Для здоровья и процветания всем жителям Кубани. Переходим в чат Александра Шелеста на моем канале. Лина спрашивает Востроилова: сегодняшняя Европа способна разыгрывать не очень умные спектакли и вряд ли воевать хоть с кем-то может. Возможно, тем и объединяется любовь к актерам и клоунаде. Друзья мои, Европа способна воевать. Она очень не хочет воевать, потому что никто не хочет войны. Разумные люди войны никогда не хотят. Но если придется воевать, она будет воевать и будет воевать успешно. Ее технологическое превосходство – это армия следующего поколения. У них есть большие проблемы со строительством вооруженных сил секторальные. Например, сухопутные войска сокращались. Но с авиацией и флотом по-прежнему все в порядке. С дальнобойным оружием. Поэтому не надо уже писать, что Европа такая несчастная. Давайте берем кричащие проблемы, которые принято Европу обвинять российской, а часто украинской пропаганде в слабости Европы. Безраздельная власть иммигрантов. В Германии сирийских беженцев принято решение вернуть домой. Это только открытое решение, есть же еще закрытое. Франция денонсировала парламент так называемый Алжирский договор особый, когда алжирским мигрантам после Алжирской войны французской колониальной они были в особом статусе во Франции, могли приезжать, жить как хотят и так далее. 1968 года решение. Они принимают свои меры. Программа рассчитана до 1935 года. Европу будут чистить даже от мигрантов. Уже чистят. Ну, совсем... А куда же их отправят? Отправят, поверьте. Ну вот куда? Переходят уже. Было недавно сообщение, что на датский вариант переходят, и на шведский, точнее, вариант обращения с мигрантами. Вы видели когда-нибудь лагеря для мигрантов в Швеции? Ну, по репортажам, смотрите, Там я просто... очень жестко. Я просто почему так спрашиваю, да. почему так, да, перехватываю инициативу и слово. То, как выглядит украинская граница с Европой сейчас, многих наталкивает на мысли, что замещение населения произойдет, сюда будут выгонять всех мигрантов, а вот это укрепление с фотоловушками... Не будут выгонять. И запрещено. Их будут выгонять в страну исхода. Это по европейскому законодательству. Они не смогут к нам выгнать. Разве что мы добровольно захотим принять их, это другое дело, но, скорее всего, нет. Так, конечно, примем за долги, а долги ж нечем отдавать. Может, квоту какую-то дадут. Это не исключено, но как это горе побежденным, что же вы хотели? Так бывает. Александр спрашивает: как вы относитесь, Алексей, к информации о том, что российские проектные институты готовят проекты модернизации и укрепления плотин на каскаде Днепровских ГЭС? Что бы это означало? Но они могут готовить все, что угодно, умно готовиться заранее. Я могу сказать, что я на одном из международных форумов, чисто экономическом, случайно затесавшийся, видел бельгийские карты Днепра, подъема воды, падения воды, навигационные карты с 1956 года, которые Бельгия ведет непрерывно. Казалось бы, что бельгийцам наш Днепр. Но у них, оказывается, целое картографическое агентство работает, только этим занимается. Карта очень хорошая, спутниковая, качественная там и прочее, прочее. Я говорю, зачем? Потому что это транспортная артерия, от которой может зависеть Бельгия. У нас есть там, на это бюджет выделяется. С 1956 года непрерывно. Все готовят. Не надо думать, что это гарантированно Россия захватывает Днепр и начинает там каскадами управлять. Нах, если бы это было все так просто. Какое из полуокружений сейчас имеет большее стратегическое значение? Купянское или Покровское? Стратегического значения не имеет ни то, ни другое. Это оперативное окружение. То, что Сырский проговорился, если это прямая цитата была, я сегодня прочитал. Да. Россия проводит стратегическую операцию в районе Покровска. Ну, я не знаю, плакать или смеяться. Скорее всего, неправильно процитировали. Уж это он понимает, что она проводит стратегическую наступательную операцию вообще, и в частности под Покровском. Скорее всего, телеграм-каналы неверно изложили, а времени посмотреть первоисточник не было. Особое желание, честно говоря, ковыряться в том, что Сырский сказал. Но если он так заявляет, то это уже значит, пиар вообще вышел за все разумные пределы. Но вы не оперируете. А стратегически это размах в условиях Украинского фронта, это размах свыше 250 километров. Даже не так, наверное, свыше 500. Вот это стратегически. Значит... А Покровский или Купинский фронт – это несколько десятков в лучшем случае. Это даже не оперативно, оперативно-тактически.
Вопрос от пользователя, тоже в лоб. Почему вы уверены, что Путин остановится на 4 областях и не пойдет дальше? На Одессу Я с не уверен, что он плацдарма остановится. Херсона. Кто вам сказал, что я уверен, что остановится? Если будут условия для похода дальше, он пойдет дальше. М. Тут так нравятся эти вопросы. Саша Алексей. Все говорят об экономических проблемах России в связи с начинувшейся войной. Но мало кто учитывает тот факт, что Россия в перспективе может обратиться к Китаю за кредитом. Почему нет? Дело в том, что у самого Китая могут быть экономические проблемы. Вы же не подумали об этом? Куда продает Китай свой товар? С кем основной торговый оборот? Китая на триллионы долларов. Это безумная цифра. С Америкой. Заградительные пошлины для Китая просто так, что ли, о них разговор пошел? Или как вы считаете? И они согласованы частично. На встрече китайско-американского руководства. А торговля с Россией 260 миллиардов с Китаем. Ну, посравните, там парочка триллионов китайско-американской торговли и 200 миллиардов российской. Разница в 10 раз. Как вы думаете, китайцы и индусы зря, что ли, прекратили нефть от России принимать? Не так все просто, друзья мои, в этом мире. Если бы на стороне Китая и России были однозначные козыри, а Запад проигрывал, он бы уже давно проиграл. А поскольку так долго идет возня, значит, у всех есть козыри друг против друга. И это очень непростая история. Если вы думаете, что Китай предельно неуязвим, а Россия в связке с Китаем непобедима, вы очень сильно ошибаетесь. Не так все там просто. Залужный заменит Зеленского. И к чему его материал против Трампа? Скорее заменит, скорее всего заменит. Вот, но может и не заменить. Дело в том, что после войны сюрпризы могут быть какие угодно. Наиболее вероятным сценарием сегодня выглядит приход к власти коалиции военных. Там условно из Буданов, Белецкий, Залужный. Это вот на Камриле. Но смотря как закончится война. Солдаты, проигравшие армии и полководцы редко побеждают на выборах. Материал в немецкой прессе о том, что, скорее всего, Залужный руководил подрывом потоков, это международное преступление. Знаете, международный экономический терроризм – это такая себе история. Все сюрпризы возможны. Если так дальше будет развиваться электоральная ситуация, вполне возможно, что Залужный. И там другие страшно военные. А на самом деле может быть как угодно, какие угодно сюрпризы. Мы не знаем, никто не знает. Ребята, смотрите, информация, которая есть, ну, которая мне прислали люди, знакомые, близкие, то есть, ну, те, которые знают, я могу доверять, что у Балашова сердечный приступ. Много просто вопросов Еще там. живой? В смысле? Не-не-не. Причина Вопросов, смерти? что убили, знаете, вот это ж все. Ну, Нет, у нас я не любят. думаю. У нас Убили. любят такое. За что его убивать? Что он такого делал, что его надо убивать? Ну, понимаете, дело же такое. Значит, Ну, разве что друзья, по коммерции, но я не думаю, что он прям такой коммерческий злодей, да, что вот так вот его просто все хотят уничтожить. Хотели уничтожить. Так, значит, главком вышел с заявлением. 3 населенных пункта Россия захватила в Запорожской области. Ситуация значительно ухудшилась. По его словам, повысили активность россияне из-за тумана. Там за туманами, помните, такая песня была? Значительно ухудшилась на Александровском, Гуляйпольском направлении. В общем, и Зеленский сегодня Ну, вышел. антикриз врубили, я же говорю, они будут, смотрите, сейчас вас поразит количество правды с фронта. Вся эта правда работает на то, что не сметь выходить на этот самый, на протесты против президента. Работайте на Москву. Смотрите, какой интересный график. Выложили только что в сети. Количество ЗЗЧ, график. Стремительный рост после прихода на пост главкома Сырска. Взрывной рост. Очевидно, новые порядки в армии не понравились многим. И вот именно в этом все дело. Как в армии с людьми обращаются. В государстве, в частности, в армии. Всегда губит система отношений, не нехватка дронов или ракет, а система отношений. Если людям как к скотам относиться, то будет СЗЧ. Будут разбегаться. Ну, давайте еще один вопрос вот такого порядка, да, это вот там значит, QR-коду человек прислал,
постоянно задает вопрос, да, постоянно Мгм. он как бы такой Ответим. увесистый обязательно. Если Европа сегодня это пространство, где под лозунгами демократии узаконили цензуру, травлю, политические репрессии, где несогласных клеймят агентами Кремля, а СМИ превращены в хор одобрения, то это что это, как не новый рейх с улыбкой гуманизма? Тогда Брюссель требует от Молдовы, Украины, Грузии реформ. Он ведь не предлагает развитие, он предлагает зависимость, контроль судами, прессой, образованием. Местные элиты превращаются в наместников, которые рапортуют о прогрессе, пока не потеряют реальный суверенитет. Это не помощь, а колонизация под флагом интеграции. Оправдание сейчас война, нам надо переждать, раскрывает самое главное. Если ваши ценности исчезают при первой угрозе, то это были не ценности, а витрина. И вы, Алексей, продолжаете говорить о Западе как о моральном ориентире. Скажите прямо, как можно считать моральным авторитетом тех, для кого мы не партнеры, а сырье, рабочая масса, тех, кто видит в молдаванах, украинцах, россиянах, не людей, а материал для управления. Украина так хотела стать Европой, что Европа сама стала одной большой Украиной, причем в плохом смысле. Давайте по порядку. Я не говорю о Западе как о моральном ориентире. Я просто описываю реальность. Реальность заключена очень далека от страшной картинки, которую вы нарисовали. Это для плохого российского сериала, там какой-нибудь, да, как это Европа 2036 могло бы пригодиться, но в жизни не имеет никакого отношения. Очень простой вопрос. Где самые справедливые суды в мире, как вы считаете? Ну, в Судебная Лондоне система. все ж в Лондон идут судиться. Все-таки в Европе, понимаете, да. Поэтому даже этого одного хватает, чтобы смотреть на Европу как на некоторый ориентир. Второе, никто не пытается никого эксплуатировать. Европа всегда предлагает прозрачные экономические правила, по которым экономика, построенная в России, Украине, Молдове, Беларуси, по советскому принципу, она не жизнеспособна. Она жизнеспособна только в рамках той системы единого народно-хозяйственного комплекса, который был, и политической ситуации, в которой находился СССР. Поэтому попытка вступить в Европу или играть по ее правилам неизбежно тяжелейший экономический и социально-политический крах вызывает и Россия, и Украина, и Молдова. Только не Беларусь попытались это сделать после 1991 года. Соответственно, потеряли промышленность, экономику, людей и так далее. Нового ничего не приобрели. Приобрели не потому, что европейцы коварные, а BlackRock все скупил, а потому что продажные компрадорские элиты и российские, и молдовские в свое время, и там эти самые украинские во все времена, они создали систему, в которой они живут в Европе, их дети учатся в Европе, их деньги в Европе, а Украина, Россия, там, Молдова и так далее, они бывшими постсоветскими республиками, они управляют как колонией в дежурном режиме. А ни европейцы не требовали от них, чтобы они стали компрадорскими элитами, там, да, целовали как это сапог и как это сдавали свою страну и экономику. Они сами это сделали, в этом-то и ужас. Они выросли с вами в одних школах, ходили с вами в одни садики, в одни классы, в одних семьях, встречали Новый год. И вы задающие это вопросы, либо их знаете, либо в этом участвуете. Это наша общая беда, наша общая глобальная историческая ошибка. А рассказывать, что коварные европейцы там нас заставляли и заставляют, это, извините, не так. Просто когда тебя лижут сапог компрадорские элиты, эксплуатирующие свой собственный народ, приносят большие десятки миллионов и миллиарды в банки, но банки европейские с удовольствием возьмут, их хочу не взять. Мир Так, так тогда устроен, что следующий доверие вопрос. вас спрашивают только до 20 миллионов долларов. После 20 миллионов долларов вас уже не спрашивают, вам уже помогают их разместить. Есть другая теория, что если у тебя после 20 миллионов, ты ими не владеешь. Ну, частично владеешь. Но я, честно говоря, не, Ну, я тоже не знаю. У меня тоже не было 20 миллионов с долларов никогда. парочкой замечательных людей я знаком, с парой десятков. Но о них никогда, они жаловались на многие проблемы в жизни, но только никогда не жаловались на проблемы после 50. Ну, в любой банк, куда приди, никто тебя уже никогда не спросит за руки. Этот самый просека нальют, опахало поставят, будет вздыхать, только разместить. А, Адвокатские конторы как-нибудь что-нибудь придумают и так далее. И так далее. да, почему ЕС не может дать денег Украине? Проще же угрозу на отдаление остановить. Или, быть может, денег просто нет, бюджет в дефиците? Вы посмотрите на объемы европейской помощи. Это десятки миллиардов евро. Дают они денег Украине. У них с оружием проблемы. Потому что они на американского производства большую часть. Или с американскими деталями. То есть они не могут поставить без разрешения американцев. Но деньги у них есть, они ими делятся. Другое дело, что они покупают у России энергоносителей на суммы больше, чем оказывают помощь Украине. Но это уже особенности европейской позиции. Вообще деньги дают много. Ну как много? Дают.
Мгм. Вот в этом отчете, который был по поводу стремления в ЕС, там радовались какие-то украинские чиновники, говорили, нам аж чуть ли не сам Зеленский миллиард и 700 миллионов дают на продолжение какой-то там реформы. Маленькая Молдова 2 миллиарда получила на 2 миллиона жителей. На секундочку. Там все цифры хороши в сравнении, но дают. Алексей, вы в прошлом говорили, что французы в Одессу могут ввести войска. Вы правда рассчитывали на это? Они Я же не при... говорю, что они могут вести войска. Я говорю, что у них проводятся оперативные планы согласно решению руководства и учения соответствующего рода. Они же А примерно в то вот, время даже да, доступ к урану отстоять не смогли. Бутафорские. неважно. Важно, вы чувствуете разницу, что могут вести или провели соответствующее военно-политическое планирование, это разные вещи. Я вот планировал в детском садике быть морским биологом. Планировал совершенно серьезно. Книжки изучал, учился рисовать животных. До сих пор много могу чем про это сказать. Планировал я одно, получилось другое. Но это же не значит, что я не планировал. Никто не может сказать, что не планировал из тех, кто меня знал там в юном возрасте. Я только китами, дельфинами только и занимался тогда. Планировал я более чем серьезно. Не знаю, всю жизнь хотел там посвятить. Давайте завершим на вот этом вопросе, потому что считаю его важным для нашего сегодняшнего эфира. Алексей, почему славяне не могут жить в мире и согласии? Мы что, больше всех накосячили, когда башню Вавилонскую строили? Когда вам кажется, что вы больше всех накосячили, посмотрите на Южный Судан, и вы поймете, что вы еще очень неплохо живете. Или на Демократическую Республику Конго в районе урановых месторождений и золотых. Поэтому не берите грех на душу. 90% проблем, которые создали славяне, это не наша тяжкая доля, а наши собственные бестолковые решения. Вот. И есть места в мире, где живут намного хуже. 6 миллионов людей в мире умирают от голода. Каждый год. Из них 4,5 миллиона, говорят, дети. Еще 3 от холодного, вернее, от плохой воды. Это 1,5 Холокоста в год. Вы хотя бы от голода не умираете. Славяне, у вас хотя бы вода есть. И нету при этом ядовитых змей, тропической лихорадки, какой-нибудь там еще, в которой они живут. На что жалуетесь? Жалуетесь только на те решения, которые вы сами приняли. Или люди приняли, которых вы привели к власти. Вот на эту тему думайте. А не на тему, что вас Господь не взлюбил там или природа. Алексей Арестович был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за этот эфир. Спасибо, Саша.